Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ноябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Давайте узнаем, что нам откроют карты для вашего знака зодиака. При этом будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, что мы проведем с вами приятное время. И жизнь, поскольку не бывает полностью предсказуема, мы лишь с вами размышляем, предполагаем и допускаем альтернативное развитие событий. Несколько раньше делаю этот прогноз, поскольку события октября плавно перетекают в ноябрь. И тому способствует большая планетарность, а также те вопросы, как бы нам планетарно, теоретически обещаются, которые создавали некоторую путаницу в октябре или достигли своего эпогея, они к началу ноября или где-то к середине вырисуются в какую-то более стройную канву. Вот давайте мы с вами узнаем. События на пороге или сфера жизни. Что будет происходить или чего это будет касаться? Каково же вот события с первых дней месяца, чем вам придется заниматься? И 3 главных события. Первая карта, первое событие, второе и третье. Несколько раскроем, что придет, а что уйдет, что будет продолжаться, чем не соблазняться, на что соглашаться и чего опасаться. И что же у вас за события на пороге? Драйв, мои дорогие, скорость сама по себе. Это еще и карта трансформации, когда мы вынуждены, ну, может быть, и буквально по документам что-то менять. И планетарно этот период как раз тоже может свидетельствовать, что вы перезаключаете какие-то контракты, перезаключаете договоры, некоторые соглашения. Могут быть и брачные договоры, то есть по части личной жизни. Ну и понятно, что и банки, и работа, она тоже проходит по этой карте. Мы что-то будем либо делать по-новому, либо с учетом того, что мы хотим в итоге получить. Каковы события на пороге? Скорость сама по себе, много самых разных событий. И давайте мы откроем, что же будет с первых дней месяца. Мы что-то не можем отложить на потом. Шикарно, мои дорогие, посмотрите, весь мир у ваших ног. Это и ваша популярность, это и ваши возможности. Если мы говорим об итоге, то то, что вы прошли какой-то сложный путь. Все было не зря. Вы как раз получаете, можете, как и признание или согласование каких-то кульминационно важных тем в вашей жизни, когда вы остаетесь довольны. И по этой карте нет ничего невозможного. Это не само по себе как прекращение или остановка, а это переход на новый уровень, но совершенно другими возможностями. Открытость миру. Или мир буквально перед вами открывается. Для кого-то из вас вопросы, связанные с поездками, переездами, и, может быть, придется быстро. Вы планировали что-то одно, а здесь у вас сначала, буквально с первых дней, как закрутится что-то, и вам придется куда-то отправиться, куда вы прежде, может быть, ну так теоретически могли предполагать, а то и вовсе не предполагали. Но где-то вы это не планировали, потому что вот эта могущественная сила, да, судьбы, обстоятельств, мои дорогие, это тоже может быть. Или с обстановкой, все же меня смотрят люди из разных стран. И это в конечном итоге все приводит к тому, что приходится быстро принимать решения. Когда выпадает 8 жезлов, вы не можете чего-то оставить на потом, потому что сегодня эта возможность есть, а завтра уже обстоятельства изменились, и возможность куда-то пропала. Вы, видимо, будете более остро чувствовать время. Некоторая многозадачность, она действительно может быть, но итог того стоит. Карта «Мир», мои дорогие. У кого-то может быть изучение новых технологий, я могу такое предположить. Все же у нас мир, аркан – это пространство, эфир, интернет, или что-то меняется по части денег, финансовая ситуация какая-то тоже меняется. Почему говорю? Ваш знак зодиака – это стихия Земли. Если мы говорим немного о гороскопах и о планетах, планета Уран,
которую называют несправедливая планета. Разрушитель вовсе нет, но это все же инновационно-революционная планета, и она находится в Тельце. По 30 января с заходом на 25 год Уран будет в ретро-движении в Тельце. И уже февраль-март. Это новая парадигма как бы ожидается, как и по финансам, или какого-то мироустройства по финансам, или системы какой-то новой, или в целом вашего благополучия это касается, может быть, и дома. Так вот, Уран, он никуда не уйдет из Тельца. Он закончит свое в январе ретро-движение и останется в Тельце, но уже в прямом движении. И для вас это будет где-то ощутимо больше, потому что вы, как и Телец, принадлежите к стихии Земли. Вы словно обустраиваете свою жизнь в каком-то ином ключе, с учетом тех особенностей и обстоятельств, которые сложились на данный период времени. Скучать будет некогда. Десятка кубков, благополучие, радость, счастье. 3 главных события. Вот первое событие – это, знаете, как теплый уютный дом может быть. Или взаимопонимание с близкими. Может быть, какая-то ваша семейная, личная история. Для тех, кто один или одна, не быть в таком одиночестве, в сольном варианте. Может быть, это встреча с человеком, с каким-то. Или вы, возможно, будете съезжаться, если вы с вашим любимым человеком на расстоянии. Но определенно личная жизнь играет добрыми, счастливыми красками. По крайней мере, она может быть как таковой. И если вы сейчас один или одна, в ноябре изменить свой статус есть возможность. Или встретить такого человека, может быть, решая какие-то вопросы, познакомиться. Сохранять вы что-то будете. 4 пентаклей, карта жадины, я ее так называю, это сохранение, да, это якорь своеобразный, это уверенность в дне сегодняшнем и в дне завтрашнем. Но, видимо, неоднозначный период ноября, где-то будет словно что-то убыстряться. Но вам в то же время есть как понимание, и я должен и решить какой-то вопрос, и словно его застолбить, сохранить, укрепить. И для этого тоже придется найти время. То есть достижение и следом какая-то стабилизация. Вот такой ритм жизни. Давайте, вообще это уверенности карта. Туз кубков. Тут и по финансам, тут и по любви, мои дорогие, что-то приятное. Или какие-то предложения. Все же туз кубков может еще и говорить о рабочей ситуации или о ваших личных достижениях, карта мир. Почему так говорю? Кувшинки, лилии. И лилии, если мы так немножко на Ленорман перейдем, это символ такого, знаете, холодной рассудительности, надежных людей, искренних отношений. Но вот, видимо, для вас, видите, не случайно художник изобразил вроде бы эмоции через край. Но вот эти две, дуальность, да, именно кувшинки или лилии, показывают, что есть как и люди надежные, у кого-то это может быть через личную жизнь, или создать новую историю, может быть, взамен той, которая вас разочаровывала. Но и по работе окружить себя людьми более надежными. Значит, есть как и достижения, есть и приятное общение. Это точно. Что-то доброе, хорошее, мои дорогие, врывается, хочу сказать, буквально в вашу жизнь. Что придет? А придет, тем не менее, 5 мечей. Это либо в конфликт какой-то не должны быть втянуты. Может быть, и окружение вокруг вас. Не все с вами соглашаются. Кто-то вас пытается критиковать. Вот, кстати, критиканы по этой карте идут тоже. Фильтровать все то, что вы услышите. Фильтровать свое окружение. Вам тоже придется где-то и быть настороже, потому что люди разные. И вы не можете это отменить. Тут как могущественная сила ведет вас по судьбе. И отстроить, может быть, новую модель поведения, где-то собой не рискуя, будет тоже очень важно. А что уйдет? 7 жезлов. Вот, понимаете, где-то эти карты близки. По 7 жезлов это всегда идет как задачи каких-то других людей. Или какая-то многозадачность. Когда, опять же, это нужно не столько вам, как кому-то другому. И карта нам говорит, перед тем, как сказать кому-то «да» или «нет», отступи полшага назад.
Но, видимо, это, может быть, и будет это связано на начало месяца с какими-то событиями. Но я так вижу, что это постепенно потом нивелируется, уходит. И кто есть кто, вы можете более четко определить. Но некоторую фильтрацию, причесывание своего окружения вам придется делать, потому что вы видите, что не всем можете доверять. Может быть, в результате останется только очень узкий круг ваших близких. И по работе один партнер, но тот, который надежный и искренний. Вас будут пытаться втягивать в какие-то распри. Или будут вам какие-то фейки говорить. А нам говорят, все-таки ты отступи полшага назад. Имей пространство для маневра. Вот это будет важно. Что будет продолжаться. Ну вот как рыцарь Пентаклей, он едет медленно. И это, внимание к мелочам. То есть сегодня нам это покажется пустяк, мелочь, а завтра из этого что-то выльется другое, да, или вырастет во что-то иное. Поэтому все то, что приходит на ваш порог или в вашу жизнь, вам нужно будет правильно оценить. Ну, с этим проблем у Девы нет никогда. И я еще называю эту карту марафонского забега, потому что, по сути дела, это то, что будет продолжено лет 10-20. Едет медленно рыцарь Пентаклей, зато надежно. И поэтому у кого-то может касаться труда, у кого-то переезда или даже личной жизни. И я должна еще сказать, это может быть надежный человек, который готов вам прийти на помощь. Если у вас на начало ноября, к примеру, существуют какие-то платежи, которые вы должны сделать, то найдется та персона, которая вам конкретно поможет с финансами. Может быть, или одолжит денег. У кого-то тут по-разному, ведь мы все разные. А у кого-то, может быть, это какая-то субсидия, или единоразовая помощь, или просто поддержка близкого человека или надежного партнера. Но именно и по деньгам нам как будто тоже есть тот, который помогает. Есть вообще как минимум один единомышленник, дела, работа, бизнес и деньги. Вот это точно. Давайте узнаем, чем не соблазняться. По этой карте туз жезлов, он словно делит жизнь на до и после. И я говорила, Уран, он еще в ретро-движении до конца января. Поэтому чем не соблазняться? Пока еще рано делить жизнь на до и после. Значит, есть еще какие-то вопросы, как незакрытые гештальты из прошлого, мои дорогие девы. Не время заявлять о своем решении, вот так вот безапелляционно. И я бы сказала, знаете, перед тем, как, допустим, ведь туз жезлов – это всегда наше какое-то решение, наш интерес. Но, значит, если мы спросили, чем не соблазняться, перед тем, как окончательно на что-то решиться, нужно как минимум детализировать и перепроверить либо информацию, либо, опять же, какой-то проект или то, что вам обещают. Найти что-то более достоверное. Может быть, какой-то здоровый скептицизм, мои дорогие девы, включить и буквально детально продумать, как работает в отношении вас закон. Или получить чьи-то гарантии, прежде чем вы на что-то согласитесь. Будьте внимательны. На что же вот как раз соглашаться? Десятка жезлов. Вообще по этой карте идет то, когда мы распределяем свои обязанности, какую-то рутину для тех людей, которые могут это сделать сами. И нам ведь об этом рассказали уже. Поэтому я могу сказать, на что соглашаться. На отдых. Это карта усталости. И она говорит, брось эти 10 жезлов и отдыхай. Поэтому и нам ведь карты, весь верхний ряд сказали о том, что у вас сейчас, например, для вас самих, для личной жизни необходимо иметь время для своего творчества, для самовыражения, мои дорогие девы. И для этого отвести период своей жизни совершенно необходимо. Вы можете включиться в какую-то помощь или в какие-то мелкие дела, которые будут нужны совсем не вам, а кому-то другому. Тогда подумайте, что если бы Всевышний хотел именно лично вам
предоставить такой жизненный опыт или решить какие-то вопросы. Он бы лично вам и поставил эти задачи. Может быть, вы и думаете, к примеру, это касается ваших детей или близких, что я какую-то работу или задачу могу сделать быстрее и качественнее. Но тогда подумайте, что вот как раз Всевышний дает какие-то задачи даже вашему повзрослевшему ребенку, чтобы он решил эти задачи сам и набрался своего опыта. Поэтому не хватайтесь за эти 10 жезлов. Соглашайтесь на отдых, нежели на какую-то многозадачность. Вас в течение ноября, это точно, будут пытаться приобщать к каким-то делам, как и со знаком плюс, так и со знаком минус. А вот разобраться в этом вам придется самим, наедине с самим собою. Что же для меня это значит? Давайте узнаем, чего опасаться. Паш мечей. А вот когда мы вступим в какой-то конфликт или когда мы, не успев изучить какой-то вопрос, мы тоже согласимся на какую-то ерунду. Давайте я немножко поясню. Я больше вижу все препоны или какие-то преграды именно из-за людей. Почему нам и говорят, что вот что должно продолжаться? Какая-то детализация, но не с перфекционизмом, нет, а только лишь в том ключе, что служит вашему прогрессу. А вот все остальное, какая-то галиматья и абракадабра, оставьте вот эти рутинные вопросы, или, может быть, вам подается это как что-то суперважное, а по факту это особого значения не имеет лично для вас. Что же это может быть или как это может выглядеть? Давайте я хочу прояснить, давайте узнаем, откроем, что же это такое. А, к примеру, правда, тут могут быть и ваши дети, или ваши родственники, родственники вашего партнера, какая-то ностальгия. Может о себе напомнить тот человек, который вас, ну, может быть, прежде была какая-то дружба. И, кстати, она может как раз и вырасти во что-то хорошее. Потому что период планетарный, он таков, что мы с кем-то друг друга раньше не поняли, не смогли договориться. Или мы имели свое видение на человека, и мы ведь могли ошибаться. Тут мы можем признавать свои ошибки, есть такой момент. И, кстати, вот где-то эти карты: пятерка мечей, паш мечей, по пажу мечей, если правда в чем-то была ваша ошибка, это не значит, что вы знаете, как там буквально 1000 извинений приносите, но если вы правда видите, что какая-то, к примеру, ваша модель поведения или по какому-то вопросу вот вы действовали, а вот не надо было так действовать, то тогда нужно сделать важные выводы. И у кого-то это может, ну, пересекаться с личной жизнью или с родственниками, или, ну, даже с далекими какими-то родственниками. Они могут о себе напомнить или написать в одном из мессенджеров, или с какими-то друзьями, мои дорогие, какие-то прежние контакты, одним словом. И опять продолжая тему, вот эти мечи и рыцарь мечей нам как раз и говорит о том, что вот этот бунтарь без причины, он проявляется из прошлого, и значит какие-то или злопыхатели, или завистники, или те люди, которые вас, ну, как пытаются увести с пути истинного. Это сложно достаточно сделать, но это могут делать через информацию, например, понимаете? Или, может быть, какие-то отношения, которые у вас, кстати, не были решены. Это может тогда свидетельствовать о том, что вы вынуждены изучить закон и выйти из какой-то сложной ситуации, причем выйти красиво, элегантно, чтобы в вашем отношении закон работал на все 100% со знаком плюс. Или достигнуть какого-то медиаторства, как будто уйти вот от распри. Есть такой момент, потому что у вас открываются, и нам показали, новые возможности. Но вот те, которые какое-то время затаились, они могут поднимать голову. Вот я не могу этого не сказать, мои дорогие девы. Может быть, это зависть, как Борис Пастернак сказал. Зависть – это родная сестра и неразлучная спутница сатаны. И правда, когда человек завидует, в нем открывается все самое черное. Поэтому вот как-то нейтрализовать таких товарищей, которые совсем не товарищи, или держать их где-то
на коротком поводке, и причем вдали от себя. Вот есть такая задача. И Паш Пентакли, изучать вам что-то придется. Изучать или находить информацию о конкретном человеке, что он из себя представляет. В принципе, много работы может быть у вас с информацией, но вам до какой-то точки достоверности нужно определенно дойти. С чем это еще может быть связано? Вы можете пересмотреть свое отношение к тем людям, в которых, кстати, были когда-то уверены. Когда человек может проиграться с той стороны, когда вы от него этого совершенно не ожидали. И будет разочарование. Может быть, королева мечей, это, кстати, про образ Юдифи когда-то идет. И это та, которая совершила свой героический поступок и вошла в историю именно благодаря тому, что она рассчитывала на саму себя. Она никому не сказала, куда она собирается идти. И, понятно, она не говорила: пойду отрублю голову. Ну, это мы если про историю. Поэтому тут вы можете самые невероятные планы себе построить, но об этом молчать и рассчитывать на самого себя. Быть предельно внимательным определенно стоит и на далекий период времени. Перед вами открываются огромные перспективы. Но ваш путь, увы, мои дорогие девы, не усыпан чайными розами. А все равно какой-то новый путь. И здесь, знаете, по аркану нулевому это, правда, может быть какая-то поездка вынужденная или быстрое куда-то перемещение. Часто нулевой аркан шут, он ведь путешественник. Кто-то начнет путешествовать или куда-то отправиться, но есть такой момент, себя не надо подвергать риску. Нужно контролировать обстановку, которая вокруг вас, к чему это идет. И все должно быть согласовано с законом. Отталкиваемся от того, что мы честны сами с собой. И в итоге, в итоге быстро что-то не заканчивается. Опять же, пятерка жезлов, как и пятерка мечей. Но если тут больше одна персона, а здесь 5 персонажей, и каждый в какую-то вас может либо информационный хаос, это я так карту и называю, втянуть, или в какую-то свою полемику. Опять же, много людей, которые на вас пытаются воздействовать. Будьте к этому готовы. Ну, ваша тактика. Паж жезлов. Надо изучить любой вопрос перед тем, как что-то начинать. Вот, наверное, поэтому нам прекрасная карта туз жезлов, да, и выпадает, чем не соблазняться. Идей будет много, но и также много фальшивых. И что это для вас может означать? И вы знаете, вам тут будет что-то подавать тройка кубков. Как это вообще карта праздника. Какой-то будущий праздник тут, правда, может выглядеть как какие-то обещания, а по факту это ничем не закончится. И еще, мои дорогие девы, вам нельзя быть на вторых ролях, ведь по этой карте проходит третий лишний тоже. Особенно по части личной жизни. Поэтому, может быть, с личной жизнью как-то тут мы все разные, нужно разобраться. Более, опять же, оттолкнуться от закона и от какой-то правды. Это по вашей части. И явно будет или будут те персоны, которым вы скажете «нет». Дайте я достану карту совет. Иерофант. Все то, что вы проживаете, это словно по судьбе. Но Иерофант – это вообще ваша карта. К Иерофанту у него все ключи в руках. Он знает, как поступить. Это по этой карте, кстати, проходят достаточно персоны высокого ранга, проходят учителя. Если вы сами преподаватель, то вы можете в гуще событий в вашем учебном заведении, в ВУЗе, там, или, может быть, среднее учебное заведение, или, может быть, вы на курсах преподаете. Это когда будет расти ваша популярность, мои дорогие. Может быть, поэтому нам говорят, ты должен быть абсолютно, ну, как знаете, нейтрализовывать какой-то фейк. То есть контролировать это, не поставить свою репутацию под какой-то удар, не поставить себя самого или саму под удар. Вот эта карта сохранения. Чтобы вам о вас, может быть, не давать повод с вами спорить, понимаете? Вот этот момент тоже. Где-то придется быть и третейским судьей, решать какие-то важные вопросы. Но если вы, к примеру, преподаватель, вы можете добиться взлета по карьерной лестнице. Или, в принципе, вы можете сменить статус. Но это не происходит само собой. Для вас есть те люди, которые могут быть не согласны. Или, мои дорогие девы, вы будете
знаете, в такой позиции, как были те, которые претендовали вот на то, что предлагают вам. А предложили таки вам, а не кому-то другому. И, разумеется, те претенденты, они перерастают плавно в то сообщество, которое, ну, недовольно. А вам надо идти все равно своей дорогой. Поэтому оттолкнитесь вот где-то, как карта Иерофант. Ведь это старший аркан. Приготовьтесь действительно какой-то марафонский забег. Это будет важно. И так, когда, ну, комар носа не подточит. Будьте мудры, безусловно. Сохраняйте себя. Сохраняйте тех, кто вам дороги. Сохраняйте то, что вам дорого. И это для вас будет совершенно новая страница жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.